Конор Макгрегор идет в президенты. Вы понимаете? Уровень, да? Make Ireland Great Again. Ну, ну, вообще, ну, я в шоке. Против мигрантов всех метлой, с Трампом встретился, все, фур, давайте, ребята, сделаем Ирландию обратно великой. Как по мне, Ирландия и сейчас великая, классная страна, она всегда во всех топах, в десятку, в пятерку постоянно входит лучших стран для проживания, для жизни, для воспитания детей. Плюс ее паспорт в этом году, в 25-м, самый сильный. Ирландия постоянно в топах. То есть быть еще great, это куда? Это куда надо, куда нужно достичь, какого грейта он хочет достичь, это первое, да. И реально, вот сейчас я снимаю этот ролик на июнь 25 года, да, в июне. И реально вот в Северной Ирландии, кто видел, какие были протесты против мигрантов, когда, да, румыны попытались изнасиловать маленькую, ну не маленькую, 13 или 14 лет это была девочки, и там прям вспыхнули такие в Северной Ирландии протесты, и в самой Ирландии постоянно каждый месяц где-то какой-то антимиграционный митинг. Когда мы приехали в 22 году в Ирландию, да еще в 23-м было еще потише, вот начиная с 24-го и вот 25-й, это прям какая-то волна постоянно связанная с теми людьми, да, с иммигрантами, которые приехали в Ирландию. Вот он кричит: great, все сделаем, класс, будет все again, давайте вперед, мигранты все, давай, до свидания. Давайте разберем такой факт. Вы понимаете, что если выгнать всех иммигрантов, даже из той же Америки, где сейчас Трамп тоже с этим борется, вот Ирландия то же самое, любую другую европейскую страну, Германию, Францию, Италию, и все Испанию, и все остальные страны, такие, да, развитые более, мы не говорим про Восточную Европу, да даже там, даже в Польше, пусть поляки попробуют выгнать всех иммигрантов. Кто, мама мия, будет работать в этих странах? Вы понимаете, что вот это вот подачки, в смысле, я имею в виду подачка в чем? То есть иммигранты приезжают и работают обычно за минималку. И это так расслабляет все нации Евросоюза и Америки, и остальных развитых стран. Вот понимаете, что серьезно ирландец будет работать, например, там на какой-то тяжелой работе за минималку, но это реально из 10 человек, это реально там будет один ирландец, да, вот на фабрике. 10 иммигрантов и один ирландец. И то, возможно, он будет не на линии стоять, а будет бригадиром. То есть он будет, да, в оранжевой там жилетке. И будет только указания, будет только в телефоне сидеть. То же самое в Германии. Я в свое время поработал в Германии. Это просто трэш. На всех фабриках, на всех заводах просто одни иммигранты. Все бригадиры, там бухгалтера, вся вот эта уже верхушка, да, айсберга, все немцы. Все полностью. Deutschland сюда на базу. Все по-немецки, все дела. Все, что ниже, все, что трудно, все, что заставляет человека потеть, да, потеть просто, как мамонта, вот там все везде иммигранты. То есть я понимаю, что сейчас такая, знаете, волна вот этого типа патриотизма и того, что иммигранты все мешают, забирают деньги, пособия, криминал от них и так далее. Ну, есть такое, конечно, есть такой момент, есть такие вещи, но всем этим странам нужно задуматься. Ну, вот если уедут все иммигранты, просто единственное, кто будет, мать его, мусор вывозить, кто будет дороги убирать, кто будет на фабриках работать, кто будет в магазинах полочки все эти разлаживать. Понимаете, кто это будет делать? И так по списку дальше, таксисты и тому подобное. То есть мне вот это вот вопрос просто убивает. Как можно выходить против тех людей, которые по факту вас расслабляют? Вы с помощью них можете работать на классных работах, то есть на таких, да, постах каких-то, и получать хорошую зарплату, и при этом ни черта по факту не делать. А иммигранты за вас всю грязную работу делают. То есть по факту иммигранты делают вас великими. Вот в прямом смысле. Америка это пример для всех. Там проблем хватает вот так вот, но все равно, если там захотеть, там бабки можно заработать, там можно пробиться, можно как-то двигаться. Но там работать нужно просто, как слон, как мамонт просто, как лошадь просто. Там трудно. То же самое Канада.
Ирландия все-таки не такая большая страна, и здесь уже, конечно, иммигрантов очень много просто. Вот идешь просто по улицам, и проходят люди, и в большей мере своей это проходят иммигранты. Это там Пакистан, индусы, Балтия, украинцы, да, и так далее. То есть в прямом смысле речь везде разная. Ирландцы, если проходят по улице, только чтобы они ходят просто, в смысле, ну, занимаются спортом, да, там, либо детей забирают со школы, все. Просто так на улице шарятся только иммигранты, потому что что у нас в Украине принято как бы на улице, это там посидеть на лавочке в парке, то есть ну просто пройтись, прогуляться, а у них так это не слишком принято просто ходить по улице, зачем? Если ходить, то значит надо заниматься спортом там и так далее. А у нас просто мы можем идти семечки лускать. Конечно, они смотрят такими шарами, что они там плюхают, еще засоряют нашу тут экологию. То есть я к тому, что вот эти все разговоры про мигрантов, они немножко уже надоедают, потому что это популизм, и если всех выгнать, всех по всем странам, вот так всех расфасовать, да, то ну, экономики всех самых больших стран, то есть да, самых мощных, они просто упадут. Вот единственная экономика, которая не упадет, это реально, наверное, Индия и Китай. Потому что там реально работает, туда никто не едет на, ну, туда серьезная иммиграция, туда иммигрантов много не приезжает. Туда только специалисты приезжают, все. То есть там на фабриках своих хватает детей, которых там эксплуатируют, и в Индии то же самое. Там хватает всех этих подвальных помещений, где там люди за копейки, прямо в смысле там за центы работают. То есть там этого добра хватает. А вот в Европе, в том числе в Ирландии, здесь постоянно нужны руки, постоянно рабочие руки нужны, потому что привилегированная нация, то есть это ирландцы, да, они понимают, в большей своей мере, когда общаются, они все равно понимают, что без иммигрантов в их стране придется работать им. Так что иммигранты очень хорошо помогают. И это не только претензия к ирландцам, ни в каком случае. Немцы, то же самое, Франция, Испания, Италия, Австрия, и Бельгия, все остальные страны Евросоюза, то же самое, у них такая же ситуация. То есть вот так вот, что грязную работу, самую трудную, самую изморительную, самую неприятную выполняет в большей своей мере, да, в большем своей процентном соотношении, это иммигранты. Те люди, которые приехали за лучшей жизнью в другую страну, попытаться встать на ноги, да, либо как беженец приехал, потом прошел натурализацию, да, и то же самое, ты никогда не станешь ирландцем, неважно, что у тебя есть паспорт, ничего это не решает. Ничего это не решает. Для ирландцев ты всегда будешь приезжий иммигрант. Всегда у тебя спросят: дружище, откуда ты к нам приехал? Пишите свое мнение в комментариях. По поводу, кстати, Конора Макгрегора обязательно напишите, что вы считаете. Пойдет он в президенты и сможет ли он стать президентом, так как президентство в Ирландии это просто такая, знаете, номинальная такое, да, такая работа, в смысле, такой пост. Тут парламентская республика, так что все здесь решает парламент, премьер-министр. А президент просто ездит на встречи, там что-то открывает, что-то объявляет, обращается к нации. То есть ничего конкретного он тут не решает. Он просто как бы не то что для галочки, он что-то там подписывает, какие-то полномочия у него есть, но они минимальные. То есть он не может повлиять на реальную жизнь страны никак. Он не может ее там повернуть вспять. Нет. Это делает парламент Ирландии. Вот так вот просто пообщался с вами, порассуждал, подумал, да, высказал свои мысли на этот счет. Всегда на связи, держу в курсе.